Продолжаем работу над нашей жилеткой. Выкройку мы с вами построили. Построили спинку, построили полочку. Все остальное, то есть дополнительные детали, это может быть воротничок, может быть капюшон, мы уже с вами построим попозже, когда у нас будет линия горловины полностью. Ну а сейчас я должна кое-что сказать. Изначально я хотела, чтобы моя жилетка была черного цвета или серого. В общем, что-то такое ходовое. Но в наших магазинах выбора нет. Заказывать в интернете, ждать долго. Ну, еще неизвестно, что придет и когда придет. Поэтому я выбрала вот такой бледный персик. Это у меня баллонька. Это не плащевка, это баллоневая ткань. Достаточно тоненькая. Не формодержащая, очень мягкая, и она, к моему великому сожалению, очень мнущаяся, очень. В магазине я это не проверила, хотя если бы я это знала, я бы ее не взяла. В общем, это, конечно, дело каждого, потому что натуральные ткани тоже мнутся, и их носят с удовольствием люди, любители, скажем так, натуральных тканей. Я же натуральные ткани не люблю, поэтому я вообще, в принципе, именно из-за того и не люблю, что они мнущиеся. Ткань, конечно, хорошая, качество хорошее, приятное к телу, но они мнущиеся. То есть эстетический вид напрочь отсутствует. И мне повезло, мне буквально вчера пришла посылочка, а в ней вот такая ткань. Светлый серый с каплей фисташки, то есть она называется бледная фисташка. У меня, значит, бледный персик, бледная фисташка. Хорошо, что не бледная поганка. Но эта ткань, это плащевка с пропиткой. Она так и называется. Плащевка с пропиткой. Она достаточно тонкая, такая же тонкая, как и баллонь, но она немножечко формодержащая и менее мнущаяся. Ну и, конечно же, я уже сказала, плюс это то, что она водоотталкивающая, то есть ткань с пропиткой. И я, наверное, все-таки сделаю стежку из нее, то есть верхний слой у меня будет из этой ткани. Хотя, нет, все-таки мне серая нравится больше. Эту оставлю на потом, вдруг что-нибудь захочется себе сшить еще. А вдруг я захочу еще такую же жилетку, только персикового цвета, да? Ну и какую-нибудь, может быть, какую-нибудь тоже жилетку для собачки. Очень будет прикольно. Итак, нам сейчас нужно будет с вами вырезать выкройку, вырезать спинку отдельно, вырезать полочку отдельно, и уже будем делать раскладку на ткани. Я сейчас буду вырезать на камеру, чтобы вы видели, внимательно смотрите, что где вырезать, потому что у нас на выкройке есть лишние линии. Начнем. Еще в процессе работы у меня еще возникают мысли, которые я должна до вас донести. Смотрите, у меня есть ножницы. Это, кстати, не все еще ножницы. У меня их много достаточно, да? Ну, вот так вот покажу. Еще маленькие ножнички. Это, в принципе, не важно, сколько у вас. Главное, чтобы у вас были ножницы для бумаги отдельно и ножницы для ткани отдельно. То есть нельзя использовать ножницы, которыми будете резать ткани, для резки бумаги. Ножницы придут в негодность. То есть через какое-то время вы не сможете ими резать ткани. Поэтому учтите это и идите, купите себе отдельно ножницы для бумаги, отдельно ножницы для ткани. Итак, я беру сейчас ножницы для бумаги. И будем с вами вырезать выкройку. Я уже говорила, что выкройку вырезаем по внешнему контуру, чтобы вот этот наш четкий контур остался внутри. Значит, я вырезаю горловину, это я вырезаю спинку сейчас, скос плеча. Здесь вот этот вот я скашиваю, да, вот этот уголочек красненький. Продолжаю корректированную вот эту, откорректированную линию плеча. Далее проймочка, вот это наша уже новая. Линия бока, также все по внешнему краю, по внешнему контуру. Так, это убираем. И по низу мы срезаем
по верхней линии. То есть мы с вами срезали высоту спинки или длину спинки. Можно вернуть буквы У, Т. Ну, на всякий случай, вдруг они нам еще пригодятся. Так, и среднюю линию по спинке. Тоже по внешнему краю. Так, лишнее все убираем. И спинка у нас готова, вырезана. Так, вот так положу на нее утяжелители. Далее мы вырезаем с вами полочку. Вырезаем горловину. Новый скос плеча. Пройму. Пройма у нас будет заниженная здесь. Боковая линия тоже изменена. Так, серединка, которая планочка, вместе с планочкой, то есть. И линия низа. Берем ткань и давайте немножечко ее рассмотрим. Значит, у меня есть изнаночная сторона и есть лицевая сторона. Но есть такие ткани, где непонятно. То есть одинаковые, да, и на ощупь, и на внешний вид, и изнанка, и лицо. Тогда мы смотрим с вами на кромочку. Кромочка имеет дырочки вот здесь. Вот видите, кромочка, и посередине есть дырочки. Если дырочки вот так трогаем гладенькие, значит это лицевая сторона. А шершавые дырочки, то есть выпуклости есть такие маленькие, мелкие, это изнанка. Можно, в принципе, сделать так. Но еще раз посмотрим на кромочку. Видите, она у меня волнится, стягивает край ткани, поэтому ее нужно срезать. И чтобы потом не потерять, где у нас долевая, где у нас поперечная, то есть вот это у нас ширина, вот это у нас длина, нужно оставить метки. Во-первых, если у вас не видно, где изнаночная, где лицевая, на изнаночной стороне вот так поставьте в нескольких местах крестики, да? Ну, это может быть у вас мелок, может быть ручка для ткани. Я писала об этом, да, как выбирать и как тестировать. Значит, даже, кстати, если вы рисуете на изнаночной стороне, и это у вас ручка, она может вполне проявиться на лицевой стороне, потому что ткань достаточно тонкая, поэтому будьте внимательны. И, конечно же, мы с вами определим, можно сделать вот такие стрелочки. Вот это у меня длина. Сейчас мы с вами отрежем кромку. Видите, сразу край выравнивается, то есть нет вот этого вот стяжки вот этой. Видите? В общем, я сейчас вырезаю полностью кромочку. Ну, не полностью, я, наверное, какой-то, может быть, 1,5 метра отрежу сейчас, потому что с нижнего я еще, то есть я не всю буду использовать ткань сегодня, чтобы потом ее видеть, где у меня, где что. Я свою плащевку решила прогладить. Вижу, что она не садится, это точно. Но она очень такая достаточно мятая. Вот видите, есть такие заломы, которые необходимо прогладить, потому что потом будет сложнее. Вот я себе сейчас отрезок проглажу, который я буду использовать. Остальное все равно будет у меня лежать сложенное какое-то время. И проглаживать все не обязательно. Так,
Я немножко прогладила свою тканьку, и теперь мне нужно ее сложить в 2 сложения по ширине. То есть вот здесь у нас ширина вот эта. Я складываю в 2 сложения лицом к лицу и хорошенечко расправляю. Теперь берем наши выкройки. Так, полочка, спинка. Берем булавочки и мелок. Булавочки, конечно же, для того, чтобы приколоть выкройку, бумажную выкройку на ткань, лучше использовать вот такие булавочки со шляпкой. Вот такие. И булавочки должны быть не очень длинные и не очень толстые. Они должны быть тоненькие и острые. Я буду использовать все-таки вот эти булавочки, ну, мне просто привычнее. Ну, а вам, как новичку, лучше, конечно, со шляпкой. Я не показала, что за булавочки. Вот такие у меня булавочки с петелькой на конце. Они достаточно острые, коротенькие, в общем, удобные. И теперь, что касается раскладки. Да, я не сказала, мелочек. Обязательно нам или мелочек нужен будет, или ручка по ткани. Значит, что касается раскладки. Я сложила ткань в 2 сложения. Вот это у меня верхний срез, вот здесь у меня сгиб, с этой стороны 2 кромочки, которые я обрезала. И смотрите, если у вас ткань с рисунком, обязательно просмотрите направление рисунка, возможно, он у вас есть. Беру выкройку спинки и прикладываю вот так средней линией спинки к сгибу ткани. Таким образом, чтобы вот здесь у меня оставалось 1,5 сантиметра до верхнего среза. Лучше оставьте больше, потому что, возможно, срез неровный. Вот у меня немножечко здесь неровный, поэтому я оставлю побольше, 2-2,5 сантиметра. Средней линией по спинке я прикладываю ровно к сгибу ткани. И вот таким образом мне нужно приколоть выкройку к ткани. Значит, я сейчас пока только вот так прижму ее. Далее, отступив от наших краев, что у нас больше, обхват груди или обхват бедер, да, от самого широкого места, отступив еще сантиметров 5 на всякий случай. Опять же, сверху нам нужно отступить. Вот здесь опять у меня, видите, как неровная ткань какая. Я тоже отступлю вот так. Примерно 3-4 сантиметра. Здесь у нас должно быть, ну, как новичку, да, хотя бы сантиметров 5, чтобы ничего не перепутать. И опять же ровненько вот так должны быть линии лежать. Мы с вами прикалываем полочку. Теперь, внимание, если вдруг ваша выкройка не помещается по ширине, у меня это 150 сантиметров ширина ткани, да, если вы не помещаетесь, то вам необходимо 2 длины. То есть вот так вы выкладываете спинку, ниже вы выкладываете полочку и выкраиваете. А уже от этого остатка можно выкроить капюшон, воротник и все, что вы хотите. Кстати, даже шнурочек можно сделать из основной ткани. Итак, я прикалываю сейчас свои выкройки. И продолжим работать. Протыкаем насквозь. Вот так я проколола булавочкой полностью 2 слоя ткани и слой бумаги. Так, далее прокалываю здесь. Так, выравниваю. Можно еще посерединке. И теперь по этой стороне. Теперь нам нужно нарисовать припуски на швы. То есть мы сейчас с вами можем точно по контуру обвести обе детальки, прям точно-точно по контуру. Я думаю, что мой мелок вы не увидите на камеру, но я думаю, что понятно, по крайней мере, я объясняю. То есть сейчас мы полностью вот так по контуру обводим наши 2 детали, спинку и полочку. Точно-точно, без всяких припусков, я повторяю.
Теперь давайте поговорим о прибавках. И самая главная прибавка наша – это прибавка по низу. Она у нас будет разной ко всем слоям нашей жилетки. Я прикладываю сантиметровую ленту к точке Б и веду до линии ТУ, вот, до низа. У меня это 67 сантиметров, и я хочу сохранить эту длину в готовом изделии. Поэтому для основной ткани, для основных слоев я прибавляю к низу еще сантиметров 5. Я думаю, что этого будет достаточно. 5 сантиметров я вот так прибавляю. Сразу провожу ровную линию. Готово. Что касается линии, средней линии по переду, мы уже здесь добавили на втачивание молнии 2,5 сантиметра. Здесь уже добавлять ничего не нужно. Я провожу линию до конца сюда, и здесь она у нас, ну то есть оформляем ее такую уже конкретную, жирненькую, яркую, да, чтобы она у нас осталась. Далее. Так как у нас все-таки 4 слоя ткани, ткань у нас будет пышная, поэтому я советую прибавить 1,5 сантиметра, не меньше. То есть вообще вот эти дальнейшие наши остальные прибавки пусть будут 1,5 сантиметра. Вот так прям прикладывайте сантиметровую ленту или линеечку, как вам удобно, вот к этой жирненькой нашей черной линии. И откладываем 1,5 сантиметра по всем срезам. Проведем ее пожирнее, эту линию. Именно по этим линиям мы с вами будем вырезать. Сюда тоже 1,5 сантиметра прибавляем. И к боковой линии также. Вот здесь вот эту линию по бедрам я просто спускаю вниз до этой линии. Далее переходим на спинку. Это мы сейчас, я сейчас полочку обрисовала, теперь переходим на спинку. То же самое я прибавляю по низу свои 5 сантиметров. Можно, в принципе, сделать побольше, чуть поменьше, но не меньше 4 сантиметров. Лучше сделать побольше. Здесь я тоже прибавляю сразу 1,5 и довожу до линии вот этой прямо. Ну и все остальное я прибавляю 1,5 сантиметра. Ко всем остальным срезам я прибавляю 1,5 сантиметра. Первый слой у меня готов, можно вырезать. Вырезаем, конечно же, вместе с припусками. То есть припуски оставляем вот так. Так, у меня там все хорошо. Вырезаем аккуратненько, не торопимся, чтобы все было красивенько, ровненько. Отстегиваем сейчас наши булавочки. И пока можно отложить эти выкройки. То есть основные детальки можно пока отложить. Так, стараемся их не перепутать.
Так, эти пока оставляем бумажные. Эти детальки пока складываем вот так друг на друга, сворачиваем, стараемся не перепутать. Да, вот как они лежат, пусть так и лежат. Теперь нам нужно взять синтепон и подложку. Итак, я подготовила синтепон, сразу сложила в 2 раза. Вот здесь у меня сгиб. К сгибу приложила спинку, середину спинки. И также примерно на 4-5 сантиметров я отложила, то есть отодвинула спинку, полочку от спинки. Но смотрите, здесь будут прибавки немного другие. Ну, во-первых, вот здесь будут прибавки те же, по 1,5 сантиметра. Везде, да? Везде будут прибавки. Здесь прибавки не будет, а здесь мы должны с вами вырезать точно по выкройке. То есть у нас прослойка синтепона будет ровно до нашей выкройки. Здесь я сразу срезаю. И, к сожалению, по синтепону очень сложно рисовать. Поэтому придется нам каким-то образом аккуратненько эти припуски вырезать на глаз. Смотрим. Можно, конечно, прорисовать ручкой для ткани специальной, которая смываемая. Терморучка называется. Если будете искать где-то в наших магазинах, или они иногда, да, попадаются и в наших магазинах, но в основном я выписываю с Алиэкспресс. Терморучка. Бывает, что, я уже говорила, бывает, что терморучки остаются, то есть от пара утюга они исчезают, а потом если попадает холодный воздух, то есть на морозе, они снова проявляются. Поэтому будьте внимательны, при заказе нужно обязательно прочитывать, просматривать отзывы. Так, спинка готова, пока убираю, чтобы не мешала. Здесь я тоже не прибавляю ничего по переду. По горловине я прибавляю, ну, в общем, все остальные срезы я прибавляю по 1,5 сантиметра. Готово. Снова убираю булавочки. Нам еще наша выкройка пригодится. И не один раз. Откладываем в сторону наш синтепончик, выкроенный уже. Берем подложку. Подложка у нас тоже уже подготовленная, выстиранная, выглаженная. Но она у меня пока лежала, снова немножечко примялась. Но это ничего страшного. Подложку, у меня, кстати, подложка всего 80 сантиметров в ширину. Но эти 80 сантиметров мне вполне хватит вот так. Я сейчас сложу пополам. Именно вот таким образом, то есть по длине я свожу. Она у меня не тянется ни в одну, ни в другую сторону, поэтому это можно сделать. Главное, чтобы сейчас вот так по ширине у меня вошли обе выкроечки, то есть и спинка, и полочка. И точно так же я сейчас прикалываю. И с теми же самыми прибавками, что и синтепон, я буду вырезать подложку. Подложка под синтепон, поэтому они у нас должны быть одинаковые. Так, немножечко здесь неправильно. Вот так прикалываем ровненько к сгибу.
эта тканька немножко такая, получается, неуравновешенная, скажем так, да. То есть я сейчас вот здесь по сгибу сделаю побольше булавочек, потому что мне нужно, чтобы она прям была ровненько, точно посередине. Так, а дальше уже скалываем. Подложку мы с вами вырезаем точно так же, как и синтепон. То есть вот здесь у нас не будет прибавок вообще по низу, вот здесь по переду не будет прибавок, а остальные все срезы по 1,5 сантиметра. Можно, конечно, прорисовать, но я уже так на глаз. Так, эта тканька нам больше будет не нужна, если только вы не будете делать стежку на капюшон, например, да? Так, снова отстегиваю свою выкройку от подложки. Подложку откладываю туда же, где и все наши детальки. Ничего не теряем. Это видео получилось слишком длинным, поэтому, чтобы вас не утомлять, мы с вами сейчас прервемся и подкладочные детали уже будем выкраивать в следующем видео. Потому что подкладочные детали, они у нас не так простые, как кажутся на первый взгляд. Так что сегодня я с вами прощаюсь и до новых встреч!